Всем привет! В этом видео я хочу показать, как можно сделать скальп для вашего персонажа. То есть для начала создать волосы короткие, а затем перенести, точнее запечь эти волосы на развертку головы вашего персонажа. Такой скальп может пригодиться, к примеру, в Unreal Engine, когда у вас волосы немного просвечивают, и чтобы скрыть какие-то залысины, можно использовать вот такой скальп-подложку. Ну что ж, давайте начнем. И для начала я, как обычно, отделил скальп от головы, создал текстуру в Substance Painter, обычная текстура, ничего особенного, нарисовал и применил в материале для отображения в репорте. И давайте создадим новый Furball. Пока скроем ненужные модификаторы, оставим только Guide on Mesh. Давайте сделаем волосы покороче. И нужно скрыть ненужные участки маской. И просто колесиком мышки перетаскиваем маску в Distribution Map. И в целом эту же маску можно добавить сразу в Hair from Guides. И давайте перетащим маску в Distribution Multipler, а также сделаем волосы более тонкими. В целом такой скальп сделать очень просто и достаточно использовать только один модификатор Surface Comp. Давайте добавим его. Также можно попробовать использовать параметр Effect Wall Strength, чтобы контролировать длину волос. Давайте включим. И также давайте немножко подрегулируем график, как я показываю на видео, чтобы волосы были более прижаты к голове. Хотя нет, наверное, я все-таки выключу этот параметр и давайте нарисуем стрелочки. Нажимаем Edit Things. И не забываем, если нам нужно сделать зеркальное расположение этих стрелочек, то выбираем Mirror Axis, ось X. И тогда все будет зеркаливаться. И давайте добавим несколько стрелочек, чтобы задать направление роста волос. В моем случае у меня нет основных волос, поэтому я делаю какое-то более приближенное к естественному росту волос направлением. Но если у вас есть какая-то прическа и у нее есть своя форма, свое направление роста волос, делайте относительно этого, чтобы совпадало все. Но в моем случае это не принципиально, поэтому я расставляю направляющие вот так. И давайте посмотрим, как это будет выглядеть с волосами. Пока их мало, давайте добавим количество побольше. И давайте включим также отображение волос в камеру, камера Facing Normals. Также можно добавить нашу маску, которую мы добавляли в Hair from Strands, в толщину, чтобы немножко границу тоже позгладить, более тонкие волосы на границе. И давайте, наверное, добавим модификатор Length, но уже не на гайды, а на волосы, чтобы немножко рандомизировать волосы и чуть-чуть укоротить их. Можно добавить немножко клампов. Кстати, можно включить галочку Preserve Strand Length. Если мы ее не используем, то у нас волосы, получается, будут удлиняться. Чем дальше от центра клампа, тем больше длина. Нам это не нужно, нам нужно, чтобы волосы были одной длины, поэтому лучше включить эту галочку, и тогда все волосы оставят свою длину, как прежде. Включаем галочку, и думаю, можно около 5000 клампов поставить. Нажимаем Create Clamps.
Немного подкорректируем график и уберем значение Mount. И можно попробовать еще немножко добавить твист. Будет более интересно. Давайте посмотрим, как выглядит с модификатором без него. Да, такой вариант меня устраивает. Добавим модификатор фриз и чуть-чуть распушим волосы. Amount уменьшаем до 0,5 или 1, чтобы было не сильно большое воздействие. Убираем вот эти единичные волосики, они нам не нужны. И можно еще также scale подкрутить. Параметр scale отвечает за частоту изгиба, то есть чем выше параметр, тем более такая кривая она будет. Scale можно 0.2, 0.5, ну и amount чуть побольше поставим все-таки. И да, нормально. Да, думаю, такой вариант устраивает. И теперь давайте перейдем ко второй части, создадим вот эту ту самую текстурную маску, которая нам нужна. Давайте добавим волосы и скальп в одну группу и скроем сам скальп. Скальп нам в принципе не нужен, так как мы можем запечь эту маску на саму голову персонажа. Рендер буду делать в Arnold. Чтобы сделать вот такую текстурную маску на Mesh, мне нужно использовать вот эту кнопку Render Selection to Texture. Если я сейчас выберу свой Mesh и нажму на эту кнопку, то я могу запечь все, что соприкасается с этим мешем, на текстуру, ну, там, в нашем случае будет альбедо. И для начала в параметрах рендера нужно выбрать в вкладке AOVs дополнительный пас альбедо. То есть нам нужно альбедо для того, чтобы запечь эту маску без теней. То есть мы даже можем не использовать источники света, а добавить просто альбедо, и все, этого достаточно. Ну а все остальные настройки мы можем выставить уже на кнопке самой. Для начала нужно назначить материал на mesh головы. Выбираю AI Standard Surface. Так как это будет черно-белая маска, то материал нужно сделать абсолютно черным. Назначаем просто черный цвет. Roughness можно убрать, можно не трогать, по сути не важно. И на волосы назначаем AI Standard Hair. И волосы делаем абсолютно белыми, то есть выключаем меланин и параметр Diffuse выкручиваем на максимум. И получается вот такая белая прическа. Далее выбираю Mesh, выбираю разрешение, которое мне нужно для рендера. Сэмплов ставлю 4, можно побольше, если хочется получше качество получить. Фильтр можно чуть-чуть поменьше для точности. И обязательно включаем галочку Enable AOVs, чтобы как раз вот то альбедо, которое мы включили, оно тоже здесь считалось. И Normal Offset — это по сути Cage Marmoset, то есть такая оболочка, да, которая отстает от основного меша и захватывает все, что туда попадает, и будет запекать. Я обычно ставлю около 0,5, и этого достаточно. Если у вас какие-то длинные волосы, можно чуть увеличить. Дальше выбираем путь, точнее папку сохранения, куда у нас все это сохранится. И давайте попробуем отрендерить. По дефолту сохраняется в формате EXR. Я, к сожалению, не нашел, где можно изменить формат, но этот формат тоже нам подойдет. И давайте посмотрим в фотошопе, что у нас получилось. И в папке мы увидим два файла: HeadShape и HeadShape Albedo. Если мы откроем HeadShape, то мы увидим просто черный квадратик, потому что у нас нет источника света и ничего не запеклось. Точнее запеклось, но мы не видим этого. И HeadShape Albedo. И если откроем HeadShape Albedo, то мы увидим уже скальп, который нам нужен. Давайте сейчас посмотрим, как с этим можно работать в Substance Painter, как это можно добавить в диффузу
Ну и также нормалку добавить. Давайте сделаем импорт текстур и маски. Давайте добавим Base Color, добавим нормалку и также подкрутим немножко roughness, чтобы кожа чуть-чуть блестела. Ну, на самом деле, если у вас есть карта, можете добавить карту. Так, теперь у нас есть наша текстура, она же маска. Давайте добавим новый слой поверх существующего, выберем только Color и добавим маску. Это будет выглядеть вот так. Видим, теперь появились волосы. Давайте перейдем в режим Base Color. Мне кажется, сейчас маска недостаточно контрастная, и поэтому границы плохо видны. Давайте добавим уровни и чуть подрегулируем. Нам нужно. Плюс можно изменить сам цвет волос, то есть уже зависит от того, какой цвет волос имеет персонаж. Я бы рекомендовал делать не черные, а какие-то темные, темно-коричневые, и также поиграть с режимом наложения. То есть я чаще всего использую Multiply, так как он неплохо работает. Ну и волосы сделать какими-то темно-коричневыми, но не черными. Черные волосы смотрятся слишком ярко, слишком явно, поэтому лучше так не делать и делать какие-то более нейтральные оттенки. И вот так это может выглядеть. Также мы можем добавить эту маску в нормаль, точнее в нашем случае в height. Чуть-чуть подкорректировать, добавить высоты. Если мы включим режим отображения нормали, мы увидим, что эта маска работает корректно. И вот такой вариант использования маски достаточно хорош. Если у вас есть какие-то проблемы с залысинами на персонаже, то можете исправить с помощью вот такого подхода. То есть, чтобы не использовать как подложку для Alembic волос, можно сделать маску, и это будет экономия для производительности системы. И если у вас волосы начинают где-то вылазить, то можете добавить слой Paint и просто подмазать чуть-чуть вот эти края. Выбираем режим наложения Multiply и рисуем маску. То есть какие-то моменты подобрать, если какие-то странные стыки или торчащие волосы, просто подмазываем и все работает. И также можно добавить маску в Roughness и увеличить этот параметр, чтобы волосы не сильно бликовали, так как это все-таки подложка, и нам не хочется видеть сильно выделяющуюся часть вот этих волос. Поэтому, чтобы они не бликовали, просто повысим до 0.8, 0.7, и это будет тоже работать хорошо. Надеюсь, это видео было полезно для вас, и если у вас остались какие-либо вопросы, то пишите комментарии, и я постараюсь ответить на них.